Мы прошли эти праздники относительно спокойно, несмотря на ряд трагических событий, которые произошел и в нашей стране с российскими гражданами, и за рубежом, потому что любая смерть, любая гибель человека – это трагедия, и говорить о полной безопасности туризма в этом случае мы просто не можем. Мы помним и события, связанные с Ту-204, несмотря на то, что там не было туристов, но тем не менее это событие повлияло на общую ситуацию, на определенную турбулентность, которая возникла в аэропортах, и нервозность, когда перед праздниками российские туристы должны были отправляться за пределы Российской Федерации, путешествовать в пределах страны, и в этой части мы активно взаимодействовали с российскими туроператорами, с авиационными властями, чтобы своевременно информировать российских туристов и, собственно, требовать от этого туроператоров во избежание столпотворений в аэропортах, и чтобы отправка на отдых была более-менее спокойна. На наш взгляд, нам это удалось, были определенные задержки, сложности, но прежде всего авиационные власти, российские, они смогли выправить ситуацию, и МЧС, и ситуация так или иначе благоприятно разрешилась. Мы помним события, которые произошли в Италии с российскими туристами, и этими вопросами занимается и страховая компания, и консульские наши учреждения активно к этому подключены. В целом в Краснодарском крае ситуация лавиноопасная, и МЧС России предупреждает предельный Ростуризма, предельной осторожности, прежде всего для любителей горнолыжного спорта, внимательно следить за информацией о лавинной опасности. Также, кстати, ситуация действует и на территории Республики Дагестан, Северной Осетии, Камчатского края. На данный момент ситуация, я бы отметил, что она удовлетворительная. Какие еще тенденции с точки зрения безопасности российских туристов и организации их отдыха имели место в прошлом году и продолжаются? Мы знаем, что проведены организационные мероприятия по созданию объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь». Данной организации присвоен был статус правительства Российской Федерации, присвоен статус объединения общероссийского. И сейчас уже поступают первые взносы от туроператоров в компенсационный фонд данного объединения. Мы ждем в течение этого месяца принятия постановлений правительства 4, которые будут регламентировать и порядок оказания экстренной помощи туристам в случае как раз несостоятельности, банкротств и финансовой неустойчивости туроператоров. Также готовится постановление правительства о хранении денег компенсационного фонда в банках и требованиях к банкам, где эти деньги могут храниться, и многие-многие другие. Мы знаем, что в Министерстве иностранных дел сформировалась структура, которая призвана оказывать оперативную помощь российским гражданам, находящимся за границу. И отдельный департамент занимается этим в соответствии с указом президента. Мы знаем, что различные колл-центры имеются и в субъектах Российской Федерации, как и Ростуризм, горячая в течение всего зимних каникул. Горячая линия была и в московском правительстве, и в ряде других телефонов. Бизнес, Ассоциация туроператоров России также оперативно реагировала на обращение российских граждан в случае возникновения проблем с отдыхом. То есть, завершая свое такое краткое выступление, мы можем сказать, что в настоящий момент система безопасности российских туристов как в России, так и за рубежом, она носит удовлетворительный характер, она в целом сформирована, и мы надеемся, что дальнейшее ее развитие приведет только к еще большему улучшению ситуации с безопасностью
российских туристов как в стране, так и за рубежом. Если говорить о популярных направлениях, то в целом направления по популярности остались примерно такими же по массовости. Это Египет, Таиланд, Финляндия. Горнолыжные туры практически на равных. Ну, точная статистика будет позже, да, то есть это сейчас предварительная информация от операторов. Италия, Австрия, Швейцария, Франция, вернее Франция, потом Швейцария, это по горнолыжным направлениям. Я хотел бы обозначить вопрос, связанный с таким направлением, как Таиланд. Но просто взрывообразное развитие туризма в эту страну. Еще 2 года назад туристический поток составлял около 270 тысяч российских туристов. По итогам прошлого года это было уже 1 200 000. А этот год мы думаем, что эта цифра еще будет увеличена. То есть это разы резкое увеличение. Вы помните, это одной из причин было перераспределение потоков с египетского направления при организации после их общественно-политических событий. И Ростуризм, если вернуться к теме главной, безопасностного отдыха, в ноябре проводил рабочую группу по безопасности в Паттайе. Вот. Мы практически собирали всех российских туроператоров, представительства их, работающие в Таиланде. Было консульство Российской Федерации, посольство и почетное консульство. И мы обсуждали тему безопасности. Надо сказать, что ситуация там достаточно сложная в связи с резким потоком российских туристов, которые уже по итогам прошлого года и в этом году около $2,5 миллиардов по экспертным данным оставляют в Таиланде. Вопрос обеспечения их безопасности еще находится на ненадлежащем уровне. И сейчас все межправительственные комиссии, которые будут, вернее заседания межправительственной комиссии, мы этот вопрос будем поднимать о необходимости подписания совместного плана действий Ростуризма и Министерства спорта и туризма Таиланда, чтобы в этом соглашении действительно закрепить гарантии безопасности российских туристов. Дальнейший рост туристического потока, в частности, в эту прекрасную гостеприимную страну, будет зависеть от гарантий безопасности российских туристов их пребывания. Есть ли какие-то статистические данные по динамике турпотока на Кавказ? Может быть, если не в общем, то хотя бы на праздники. В частности, вот по горнолыжному, например, сегменту. Не готов прокомментировать, да. Но я знаю, что традиционно это популярное направление, и я думаю, что с учетом ввода в эксплуатацию новых наших горнолыжных трасс в Сочи поток этот будет стабилен. У нас и Карачаево, Черкесия, и Кабардино-Балкария. Были сложные ситуации, связанные в один период с контртеррористической операцией. Сейчас все это дело более-менее восстанавливается. Вот. Статистики такой нет. Опять-таки она будет по итогам уже окончания зимнего сезона. Он-то может продлиться и до апреля практически. Поэтому регионы ведут статистику. Мы ее будем обобщать, наверное, ближе уже все-таки, наверное, к лету. Вот. Но то, что в целом внутренний туризм, я могу отметить тенденцию, он растет, его рост продолжается, и люди уже многие предпочитают, ну, если говорить о зимнем отдыхе в нашей стране, здесь есть определенные недостатки с менеджментом, с управлением, но то, что все больше и больше разнообразных приглашений, я могу отметить динамику строительства малых отелей, несмотря на кризисные явления 2008 года, они у нас продолжали строиться. Причем малые отели предоставляют уже очень интересные такие услуги, которые не всегда, то есть индивидуального характера, с учетом индивидуальных особенностей, реализуют свои предложения через интернет и пользуются спросом. Это и Санкт-Петербург, много отелей, Екатеринбург мы можем взять, здесь развиваются они. То есть бизнес начинает понимать, малый и средний, что эта сфера эффективная, интересная, в долгосрочном плане она выгодная. Вот. Когда мы говорим о том, что может быть у нас российский туризм как российский автомобиль, я не всегда с этим согласен, что его невозможно модернизировать, невозможно, так сказать, улучшить. Давайте вспомним историю, наверное, в Советском Союзе сотни миллионов путешествовали. Другой вопрос, что, конечно, на средний уровень было ориентировано, на массовый туризм, на социальный, но все наши гостиницы были забиты, невозможно было попасть. И для того, чтобы нам перейти к новой модели управления в гостиничной индустрии, в целом в туристской индустрии,
которая будет уже удовлетворять самые разнообразные потребности всех категорий граждан, для этого нужно время. И здесь я хочу сказать, что это даже не эволюционно, а революционно происходит. Мы проводим ежегодно, в этом году, к сожалению, так сказать, первый период премии Сенкевич, когда уникальные туристские продукты, уникальные гостиничные комплексы есть в стране, и круизные компании предоставляют вещи на самом высоком уровне. Задача сделать, чтобы цены были адекватны тем услугам. Если говорить о классификации гостиниц, то сейчас активно обсуждается вопрос введения обязательной классификации, как вот это сделано в Сочи, отелей, и на территории других городов и субъектов федерации, где будут проходить, например, крупные массовые спортивные, общественно-политические события, футбольный чемпионат мира, выставки крупные. И тем самым мы будем поднимать и уровень сервиса, и путем совершенствования как раз вот качества и безопасности услуг.